Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем шить нашу книгу, и в первую очередь мы закончим нашу обложку. Для этого мы сшиваем две части двери, пришиваем ее к домику и пришиваем замок. Сейчас мы пришьем табличку к задней части нашей двери. Табличка пришита. Теперь мы заколем цветочек, чтобы он нам не мешал, и будем заниматься дверью. Прикладываем петли к двери и закалываем на том уровне, на котором мы хотим их пришивать. Совмещаем вместе обе детали двери и вставляем между ними деталь замочка. Все детали подготовлены, и теперь я буду сшивать. Шить я буду вручную и начинаю шить со стороны замочка. Шью петельным швом через край в одну нитку. Я дошла до того места, где нужно вшить одну деталь между двумя другими. В описании к этому видео есть ссылка на мой прошлый мастер-класс, где я уже показывала, как это делается. Но в этом видео я также решила показать вам подробнее, как вшить деталь петли между двумя деталями двери. При вшивании детали использую тот же петельный шов, только игла проходит не через край, а через деталь петли двери. Я уже сшила все детали и вернулась к началу шитья.
Теперь я вставляю иголку между двумя деталями и вывожу ее там, где мне нужно вшить замок в дверь. Я уже закончила шитье, но у меня еще осталась длинная нитка, поэтому я ее не обрезаю. А беру водорастворимый маркер и намечаю место, где будет отверстие, чтобы вставлять в него бусину. Теперь я прорезаю оба слоя фетра ножницами. Если у вас есть канцелярский нож, воспользуйтесь им, так будет удобней. Я вырезаю овал, чтобы отверстие было немного шире. И обязательно беру бусину и проверяю, как она входит в отверстие. Как вы помните, у меня еще оставалась длинная нитка. Я вставляю иголку между двумя деталями фетра и теперь буду обшивать отверстие тем же петельным швом. Дверь готова, и теперь я снова проверяю, как входит бусина. Теперь я ставлю дверь на место и смотрю, чтобы она полностью закрывала проем. Беру водорастворимый маркер и намечаю места, где будут сшиваться петли. Также эти места я отмечаю на детали домика. И снова мне нужно прорезать все слои фетра. Это довольно сложно сделать, но если у вас есть строительный или канцелярский нож, задача упрощается. А теперь я вставляю петли двери в отверстие до отметок. Выравниваю, проверяю, как будет открываться дверь, и пришло время ее пришить. Пришиваю сначала прямой, а потом зигзагом. Вы же можете пришить ручным швом. Теперь я пришиваю бусину. И вот наша обложка наконец готова. Так будет выглядеть первая страница с обложкой. Дверной проем и окно мы обработаем, когда будем сшивать две страницы вместе.
Откладываем деталь обложки и теперь занимаемся первой страницей. Вначале я буду пришивать лесенку и подоконник. Располагаю их так, чтобы они не мешали друг другу и чтобы лестница не перекрывала край страницы. Пришиваю сначала длинные перекладины, а потом короткие. А теперь займусь шторками. Наметочным швом я присбориваю шторки сверху, а также ламбрекен. Теперь я располагаю шторы, сверху накладываю деталь ламбрекена и тщательно скалываю вместе эти детали. Пришивать мы их будем сразу все одновременно. Я буду сшивать на машинке, а если вы шьете вручную, то, пожалуйста, пришивайте швом назад иголку. Решила немного подровнять ножницами сверху. Шторки готовы, и теперь я хочу присборить их еще и снизу и украсить ленточками. Нашла ленточки такого же цвета, как крыло у птички. Завязываю маленькие бантики, а потом пришью штору к странице. Аналогично пришила вторую шторку. А теперь я буду заниматься веточкой и птичкой. Я беру велкро-ленту, коричневая часть жесткая, а мягкая часть голубая. Соединяю их вместе, вырезаю овал. Как вы видите, жесткая лента коричневая будет пришиваться на веточку, а мягкая часть на заднюю часть птички, синяя. Вначале я пришью веточку, а потом сверху нашью липучку. То же самое я проделала с задней частью птички. А теперь я беру голубую нитку и сшиваю две детали птички друг с другом. Шью в одну нитку. Две детали птички почти сшиты между собой. Я останавливаюсь там, где буду менять нитку на черную. И через отверстие в клюве я буду набивать нашу птичку набивкой. Так как отверстие довольно маленькое, сделать это суши-палочкой оказалось не очень удобным. Но в этом мне помог мой медицинский зажим. Если у вас нет зажима, оставляйте отверстие больше, чтобы вам было удобнее набивать птичку палочкой. Набивать птичку я закончила, и теперь мне осталось сшить клюв черными нитками. Птичка и веточка уже готовы, и теперь мне осталось пришить листочки к ветке.
Отложу пока птичку в сторону, и пришло время гирлянды из листьев. Это заглушки, которые будут закрывать концы веревочки. А теперь я складываю переднюю и заднюю часть листиков и буду пришивать их к веревочкам. Вы можете пришивать петельным швом, я буду пришивать на машинке. Листочки я располагаю так, как расположены цвета у светофора: красный, желтый, зеленый. А вы можете расположить так, как вам нравится. Не забывайте хорошо закреплять листочек на веревочке, чтобы он потом не оторвался. А теперь я вешаю гирлянду. Закрепляю ее там, где мне нравится, и обрезаю лишние концы. Накладываю сверху заглушки и буду пришивать на машинке несколько раз, туда и назад, чтобы хорошо закрепить веревочку. Гирлянда пришита, я решила еще пройти зигзагом, и сзади я обрезаю лишнее. Вот так быстро и незаметно мы сшили первую страницу. А теперь я хочу посмотреть, как будет выглядеть первая страница вместе с обложкой. С улицы немного выглядывают шторки, а из дома видна зелень. Как я уже говорила, проем и окно мы обработаем, когда будем сшивать эти две страницы вместе. И вот мы добрались до второй страницы. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, вырезать все наши детали. А также вырезать детали мышонка с третьей страницы, переднюю, заднюю часть и две детали хвостика. Потому что при пошиве второй страницы у нас будет кресло, и мышонок будет участвовать в его примерке. Все детали вырезаны, и начинаем мы с мышонка. Ничего сложного здесь нет. Вначале я сшиваю две детали хвостика петельным швом. Потом я пришиваю хвостик к его задней части. А затем я сшиваю переднюю и заднюю часть мышонка вместе. Что будет дальше, я буду рассказывать по ходу сшивания. Конечно, не забудьте добавить внутрь наполнитель. Хвостик уже готов, и теперь я пришиваю его к задней части. Закрепляю нитку, но не обрезаю. У меня еще достаточно длины, чтобы сшить целого мышонка. Удобнее всего начинать сшивать детали мышонка с места под его лапкой.
Мышонка я сшила почти до конца, и, конечно же, я оставила отверстие, чтобы наполнить мышонка наполнителем. Можете оставлять отверстие побольше. Напомню, что я пользуюсь зажимом. Я захотела, чтобы ушки у меня остались пустые, без наполнителя, поэтому я закалываю их по линии. Также я решила отделить голову от тела. Закалываю по линии иголочкой, и тело буду набивать отдельно. Впоследствии те места, которые я заколола иголкой, я прошью швом назад иголку. После того, как я набила мышонка, я зашила отверстие, а теперь прошиваю места, где я закалывала иголочкой. Если вам понравился мой мышонок, можете сделать так же, а можете набить мышонка полностью и не отделять части тела. Следующий этап. Мы пришиваем камин к нашей странице. Выравниваем его так, чтобы его труба совпадала с трубой, выходящей из крыши домика. Как вы помните, у нас еще есть дым, который должен выходить из этих двух труб. Не забудьте зафиксировать детали, чтобы они не сдвинулись. Я пришила камин. Проверяю, как совпадают детали. Все получилось отлично. Теперь я пришиваю огонь. Следующими пришиваю дрова. За ними я пришиваю полочку. И потом я буду пришивать кнопки. Кнопки нужны для того, чтобы прикрепить чашку и чайник к нашей полочке. Одну часть кнопки я буду пришивать к полочке. Вот эту часть. А вторую часть, которая будет вставляться, она поменьше, вот она, я буду пришивать к задней части чайника и чашки. Итак, я пришила огонь, дрова, полочку, части кнопки.
Пришила части к задним деталям чайника и чашки. А теперь я сошью детали чайника и чашки вместе. Также я добавлю внутрь немного набивки. Я еще отделила ручку от чашки. Теперь я пришиваю коврик и листочек сверху. Дальше мы будем пришивать кресло. Но вначале нужно расположить все элементы композиции, чтобы посмотреть, как они находятся относительно друг друга, не перекрывают ли, не мешают. Первым делом мы будем пришивать кресло. Вначале пришивается спинка, а потом низ кресла. В спинку я кладу немного наполнителя, чтобы она была попышнее. Пришиваю сначала по периметру, а затем пришиваю по линии внутри спинки. Потом пришиваю низ. Вот эти части уже пришиты, ножки я решила не пришивать. И как раз тут нам понадобится мышонок, потому что мы будем пришивать для него такой кармашек. Пришивать его нужно обязательно немного присборив, чтобы образовалось небольшое углубление, в котором будет сидеть мышонок. Теперь осталось пришить боковинки кресла. Вот кресло и готово, и нам остается пришить остальные детали. Снова располагаем их все вместе и запоминаем места, где они будут пришиваться. Все детали пришиты. Обратите внимание, маятник я пришила только там, где он входит в часы. Мышонок помещается в кресле. И вот наш первый разворот готов. Сажаем птичку и любуемся нашей работой. Ну а в следующей части мы будем шить третью страницу. Вырезаем все детали, подготавливаем их и увидимся в следующей заключительной части этого мастер-класса.